Будем надеяться, что его ржавчина не сожрет полностью. Вот такая здесь мясорубка. Довольно-таки неплохая мясорубка. Автоматика специально для двигателей. То есть напор нормальный. Так, привет всем. Хочу сегодня обслужить дренажный насос. Он уже у нас 5 лет. Здесь вот масло. Посмотрим. Поменять надо. Уже 5 лет, я думаю, пора бы. Здесь все винты, как хорошо, с нержавейки. То есть затруднений откручивать не должно быть. Но мы эту часть не будем разбирать, потому что она рабочая. А мы разберем вот эту часть. Здесь тоже с нержавейки. Здесь еще крышка такая была. Но когда бывает все равно, когда-никогда там раз в год что-нибудь попадет и оно не крутится, то проще его достать, как бы убрать. Это польский насос. Хороший насос. 1500 ватт. Он такой достаточно тяжелый. У нас был простой, китайский. Это тоже в Китае. Я думаю, в Китае делают. Но для поляк. Тот у нас тоже хорошо работал, но он был без ножей. И пока работает, крутится. Как только стоило ему остановиться, его сразу клинит и нужно чистить. качает он автоматически. Автоматика сама суть, что вот поплавок поднялся, поработал, выкачала. Поплавок опустился, выключил насос. Вдруг поплавок не опустится, у меня есть автоматика. Он увидит, что насос работает в сухую, что выкачал всю воду и автоматически выключит. До тех пор, пока, ну там где-то 60 минут, через час только. Но к этому времени, когда насос останавливается, поплавок опускается. То есть он просто где-то, видать, зацепится за вот эти все вещи. Но я сейчас тут остяжки поставил, чтобы он ничего ему не мешало. Либо вот видите, с этой стороны, где труба, просто он, видать, там где-то зафиксируется или прилипнет. Вот. И не все, и бывает, что редко это бывает. Ну, как бы не срабатывает. И он молотит до тех пор, пока. А когда насос выключается, он как бы делает вот такие вот вибрационные движения, и поплавок отключается. 60 минут пройдет на автоматике. Он как бы включает питание на насос, но так как поплавок отключился, насос не работает. До тех пор, пока в яме не наберется вода. Ну, принцип простой, ясный. Сейчас проверим. Здесь масло внутри есть. Вот. Какое там количество его. И качество его. Должно быть вот такое вот масло. Специальное для насосов. Вроде как бы пищевое. Если оно вообще там. Вот такой винтик тут с резинкой. Так, сейчас попробуем аккуратненько слить. Так. Ну, вроде бы все. Вот оно такое сейчас черное. Сейчас замеряем, сколько его тут объем. Забыл включить камеру и не снял процесс, как я заливал масло. Объем масла 50 миллилитров. 5 10-кубовых шприцов. Так, теперь нужно разобрать вот эту часть. 3 винта. Так. Ставим на тиски аккуратненько и выбиваем. Здесь с двух сторон режущие части. С
С этой стороны оно чуть-чуть подржавело и затупилось. Я уже его болгарочкой, камнем подправил. Чуть-чуть это. Можно было бы на эту сторону перевернуть, но нельзя. Сейчас покажу почему. Вот так оно сюда плотно устанавливается. То есть с той стороны. А эта сторона, она... То есть можно было... Ну не знаю, почему они не сделали, чтобы взял, перевернул и... Чтоб новую купил. А новую я не нашел. Видать, отдельно их не продают. Так, ну, так как я уже его тут заточил, оно в эту сторону крутится. Ну, я и тут, и тут. Вот. А здесь как будто ничего не было. Остренькое. Так. Ну, теперь же надо нам, как говорится, попасть, совместить отверстия. Бывает неудачно. Я придумал вот как. Берем вот таких 3 длинных болта. Закручиваем их сюда. Так. Где наша супер дрель? А теперь будет легче его. Подбираем, как оно лучше становится. О, вот оно. И аккуратненько можно, в принципе, гайками. Ну, вот оно и, скажем, и село. Вот так вот. Теперь так, мы его выкручиваем назад. Что такое шуруповерт? Солидольчика чуть-чуть мы это мазнем. Раз уже такое дело. Они-то с нержавейки. Но все равно. Ну пойдем. Пойдем дальше собирать. Так. Мы здесь тоже применим метод, скажем так, метод центровки. Через винт. Чтобы оно совпадало с посадочным местом. Вот так вот. И потихонечку будем набивать. Тихо. Вроде винтики выкручиваются. Так, а ну. Крутится. Крутится, ничего не задевает. Ну такая мясорубка серьезная. Вот так, если что-то попадает, оно его рвет. Сам режущий нож вот этот. А этот разбрасывает. Оно его как раз притянет. Вот так вот. В следующий раз. Они с нержавейки. Здесь винты все с нержавейки. Чем это хорошо? В дешевых это тоже китайский, но сделанный для Польши. Здесь винты все с нержавейки. Это чугуняка. Вот. Ну вот и все. Вот так вот. Ну вот. Собрали мы насос. Вот я на следующий день уже яма набралась. Она у нас не очень глубокая. Разваливается ее надо. Короче, не обессудьте.
надо ремонтировать. Смотрите, она набралась. И вот он поплавок. Все я отрегулировал. Как бы поднастроил. И вот он у нас так идет. И уже 5 лет. Метров 50 там. Я вам сейчас покажу автоматику. Это автоматика специально для двигателей. Смотрите, если кому интересно, пишите в комментариях, я поподробнее про эту автоматику сделаю видео, если кому интересно. У него очень много защиты. Вот смотрите, идет отсчет. Отсчет можно сделать разный. Он показывает наличие питания. Все, вот. Насос пошел в работу. Он показывает не в амперах, но походу в киловаттах. И там разные регулировки. Ну, давайте пойдем посмотрим. Покажу, куда у меня переливается. Маленькая яма тоже. Она хорошо впитывает. То есть уже 5 лет нас вполне устраивает. Машину вызывать. Ну, маленькая яма, чтобы сами видели. А так оно туда перекачало, и все в порядке. Вот она, эта труба. Вот такое напорище. То есть напор нормальный. 50-я труба. Ну вот. Только пришел, и поплавок опустился. И он выкачал яму. Еще тут пару минут. У нас просто грунтовые воды очень близко. Я вообще хочу сделать кольцо. Пару колец поставить. Дно забетонировать. То есть, по сути, основная автоматика — это вот этот вот поплавок. А та автоматика просто защита для электродвигателя. И вдруг поплавок не сработает, сухой ход. Там все срабатывает. Ну вот как она здесь, скажем так, в дежурном режиме работает. Показывает текущее напряжение 216 вольт. У нас в доме стабилизатор. И нагрузки никакой нету. И все. Как поплавок сработает, он опять. То есть, кому интересно, я могу подробно сделать обзор на эту автоматику. Всем пока. Комментируйте. До встречи в следующих видео. Да, не забывайте подписываться и лайкать. Всем пока.